Всем привет! К нам принесли на ремонт iPhone Air, который не определяется компьютером. Сейчас мы проверим зарядку, разъем Type-C. Заряд у нас идет 15 вольт, пол ампера. Проверим подключение компьютера. Подключаем к компьютеру. Заряд идет, но компьютер не определяет. Что мы делаем дальше? Дальше подключаем USB тестер и смотрим наши линии. Видно вот красненький OL в серединке. Это означает, что какие-то контакты, какие-то линии он не определяет. Так, для сравнения взяли 15 Pro. Проверяем. Так, видим, у нас все зелененькие по центру, то есть все контакты видятся, определяются. С этим телефоном все хорошо. Телефон мы предварительно вскрыли. Так, сейчас закроем камеру. И будем обесточивать. Берем наш новенький шлейфик. Вот так он выглядит. Кстати, в наличии у нас все запчасти есть на продаже 17-й линейки. Шлейфики, дисплеи, задние стекла, контроллеры заряда. Так, и проверяем с новым шлейфом. Так сказать, подкидываем для теста. Так, сначала крышку. Чтобы телефон не перезагружался. Запускаем. Проверяем сначала зарядку. Температуру вывел. Возможно, из-за того, что к шлейфу не подключены тапик, микрофон. Так, зарядка у нас идет 15 вольт, 800 ампер, уже побольше. Так, проверим компьютер. Компьютер определился с другой стороны. Компьютер определяется. Сейчас сразу затестим на тестере. Показания у нас хорошие. Будем менять шлейф зарядки. Телефон у нас на ремонте первый раз. Air. Ранее мы такие ремонты не делали. Сейчас будем вообще разбираться, как он меняется. Стоит выклеивать аккумулятор, не стоит. По сути, он меняется довольно легко. Ну, на первый взгляд, конечно. Так, здесь у нас включается тапик и микрофон. Микрофон получается, это шумоподавление. Основной микрофон с этой стороны стоит. Тут надо быть аккуратнее, потому что здесь еще кнопочка камера контрол. И стоит рядом второй шлейф. Нужно сделать все аккуратненько, чтобы его не порвать. Я так вижу, что они приклеены друг с другом. Капнем чуть-чуть спиртиком. Для того, чтобы их разъединить. Так, что-то здесь еще нужно будет откручивать. Получается, да, нужно будет снимать аккумулятор для того, чтобы выкрутить вот эти винты, которые держат сам системный разъем. Так, для того, чтобы нам снять аккумулятор, нам нужно вот эти вот контакты подать 9 вольт и подождать 3 минуты.
Сначала один контакт на землю. Подаем питание. Ждем 3 минуты. Теперь подключаем второй контакт. И на массу. И также ждем 3 минуты. Проверяем. Батареечка чуть-чуть туговато идет. Сейчас подолью спиртика. Да, отклеилась. Отклеилась она у нас хорошо. Не повредилась. Чтобы снять нам проклейку старую, нам потребуется сепаратор. Берем наш сепаратор и кладем телефон для разогрева, для размягчения всех проклеек. И ждем. И специальной машинкой для снятия ОК-пленки будем снимать нашу проклейку. Поехали. И для завершения нам потребуется швецов и тряпочки. Для того, чтобы полностью посадочное место проклейки было зачищено. Можно использовать спиртик, можно использовать какую-нибудь другую химию, которая растворяет клей. Итак, телефон подготовлен. Снимаем клей остаточный с аккумулятора. Здесь он достаточно легко снимается. Греть аккумулятор не нужно. И обезжириваем. Можно также тюксофом, спиртом, чем угодно. Сейчас будем устанавливать наши новые проклейки. Проклейка аккумулятора, проклейка заднего стекла корпуса. Кстати, они у нас тоже есть в наличии. Можно будет заказать, купить у нас. И для того, чтобы поставить проклейку задней крышки, мы обработаем праймером для усиления. Для того, чтобы не попала влага и пыль. Для того, чтобы проклейка лучше держалась. Праймер тоже надо наносить аккуратно. Он имеет липкое свойство. Если его сильно залить, возможно, будут кнопки залипать. Либо что-то еще. Наносить с осторожностью. Так, устанавливаем новую проклейку на аккумулятор. На свое родное место, там, где она раньше была. И вклеиваем в телефон. Далее приклеиваем нашу новую пыль и влагозащитную проклейку. И для того, чтобы она держалась еще лучше, обрабатываем сверху праймером. Приклеиваясь вообще по заводскому. Телефон подготовили. Осталось снять крышку, точнее осталось снять проклейку старую с заднего стекла корпуса.
Используем также сепаратор и машинку для снятия алкопленки. И погнали снимать клей. Так, и для того, чтобы нам собрать телефон, нам потребуется достать прижимные пластины и винты, которые были сняты за кадром. Приступаем к сборке. Еще раз все проверяем. Подключение к компьютеру у нас работает. Одной, второй стороны. Отлично. Проверяем заряд. 15 вольт, 800 ампер. Проверяем наш USB тестером. Все отлично. Приступаем к сборке. Убираем все наши отпечатки. Убрать следы ремонта. Убираем защитную крышку камеры. Обязательно все тщательно продуваем. Хоть не остались никакие пыли. И закрываем наш телефон. И завершением закручиваем винты нижние, которые держат заднее стекло корпуса и дисплей. iPhone 17R готов. Оставляйте свои заявки на ремонт на нашем сайте Мобисервис. Также для заказа запчастей, расходных материалов, инструментов оставляйте заявки на сайте Forward. Также мы занимаемся обучением переклейки, обучением пайки. Вся информация будет указана в описании. Оставляйте лайки, комментарии. Всем пока.